Сегодня я расскажу о самых настоящих сокровищах, о книгах, которые заменят вашему ребенку планшет и его самую любимую игру. Я расскажу о лучшей книге для каждого возраста ребенка. А в конце видео я дам алгоритм, с помощью которого вы сможете выбрать книгу, которая будет интересна именно вашему ребенку. После этого, заглядывая в комнату к ребенку, вы будете видеть его не с планшетом в руках, а именно с книгой. Меня зовут Регина Казарян, я педагог и автор методики скорочтения для детей и взрослых. Итак, мы начинаем с возраста, в котором ребенок только начинает формировать интерес к книгам. Это возраст от 2 до 5 лет. В этом возрасте главное заложить фундамент позитивного отношения к книгам за счет, конечно же, ярких картинок и положительных эмоций. И в качестве именно входного билета в мир книг я рекомендую книжки с яркими иллюстрациями. Сюда подойдет, например, серия книг с большими окошками и книжки с короткими предложениями и картинками на всю страницу. А еще книги с наклейками и музыкальные книги. Все это прекрасно работает на главную цель, которую должен поставить перед собой каждый родитель в этом возрасте. Этот возраст является важнейшим фундаментом обучения ребенка к чтению. Кстати, у меня уже есть на канале целый ролик, который посвящен тому, когда же лучше всего начинать читать. Ссылочку оставлю именно здесь и в описании к этому видео. Если с этим возрастом нам все понятно, это детские красивые книжки, то следующий возраст – это возраст от 5 до 7 лет, возраст, к которому уже дети физиологически готовы к обучению и чтению, и это и начинает с ними происходить. В этом возрасте наилучшим вариантом будут книги, конечно же, с крупным шрифтом, короткими предложениями и словами, которые ребенок в силах прочитать сам. Но одной из самых интересных книг для данного возраста я хочу с вами поделиться. Это книга «Приключения принцессы». В ней яркие картинки и увлекательные рассказы, а также, самое главное, возможность персонализировать книгу для своего ребенка, наклеив на нее имя вашего ребенка. Для этого вместе с книгой поставляются сразу наклейки с именами, и именно такая же книга, но для мальчиков, также существует, и называется она «Приключения супергероя». Почему книги с именами всегда вызывают интерес? Потому что мы очень любим свое имя, и когда ребенок начинает читать такую книгу, ему начинает казаться, что эти все истории именно про него. Для школьников начальных классов, а это уже возраст от 7 до 10 лет, важно поддерживать мотивацию. И здесь лучше всего подойдут книги с динамическим сюжетом, а также обязательно юмористические рассказы и комиксы. Для преодоления страха перед чтением на занятиях у себя в центре я всегда рекомендую использовать юмористические рассказы Виктора Драгунского из цикла «Денискины рассказы». А для развития мотивации в школе можно использовать серии «Ужасный Генри» Франчески Саймона и «Повелители драконов» Трэнси Уэста, а также прекрасные детские детективы российских авторов. Например, вот это у меня Анна Старобинец «Зверский детектив», а также Светлана Лаврова «Приключения дракона Потапова». Можно эти книги заказать и предложить для чтения вашим детям. Во 2-3 классе ребята уже довольно хорошо читают, однако не у всех процесс обучения проходит беспроблемно. Как правило, проблемы с чтением связаны с влиянием гаджетов, а также с неправильно выстроенным учебным процессом. Если у вашего ребенка есть проблемы с чтением, то в своем бесплатном мини-курсе я как раз рассказываю о том, как привить ребенку любовь к чтению, книгам и вместо увлечения гаджетами видеть ребенка с книгой. Курс называется «Преподавательское чтение 3.0», и подойдет он и мамам, и бабушкам, которые хотят помочь своему ребенку в освоении школьной программы, и, конечно же, преподавателям, которые регулярно сталкиваются с проблемами чтения у современных детей. Переходите по ссылке, нажимайте «Принять участие» и увидимся на бесплатном мини-курсе. Ну а мы с вами продолжаем, и следующий возраст – это дети подросткового возраста от 14 до 18 лет. И здесь на первое место выходят, конечно же,
их интересы и их самопознание. В этом возрасте очень хорошо работают книги по психологии, по отношениям, также фэнтези, аниме и адаптированная классика. Пусть она вас не пугает, пусть лучше дети читают ее, чем не знакомятся с классикой вовсе. А теперь давайте перейдем к обещанному алгоритму. Как выбрать книгу, которая идеально подойдет для вашего ребенка? Каждый из нас сталкивался с такой ситуацией. Вы выбираете книгу для ребенка, а он ее не читает. Это может быть ваша самая любимая книга детства, но ребенку она, к сожалению, не интересна. И это абсолютно нормально. Каждый из нас личность со своими вкусами, симпатиями и интересами. Что же делать в такой ситуации? Как подобрать интересную книгу для вашего ребенка? И в таком случае нам поможет мой авторский алгоритм выбора книги, которому посвящена отдельная глава в моей книге «Школа скорочтения». Итак, шаг номер 1. Оцените технику чтения, скорость, количество ошибок и понимание прочитанного, чтобы выбрать книги подходящего уровня сложности. А если вы не знаете скорость чтения вашего ребенка, обязательно воспользуйтесь моим бесплатным тестом скорости по ссылке в описании. Шаг номер 2. Проанализируйте интересы ребенка. Понаблюдайте за его играми, разговорами и увлечениями. Шаг номер 3. Дайте ребенку самому выбрать книгу. Для этого изучайте вместе книжные магазины, сайты и блоги, и при этом обязательно учитывайте психотип вашего ребенка. Например, визуалам нужны книги с яркими иллюстрациями или комиксы. Аудиалам полезны аудиокниги, а также ваше выразительное чтение вслух. Ну а кинестетам подойдут интерактивные книги с тактильными элементами или просто очень приятные на ощупь книги. Шаг номер 4. Используйте определенные мостики от интересов к книгам. Например, от любимой игры к книге по ее мотивам. Или от фильма к первоисточнику. Дайте ребенку свободу выбора, даже если это книги, не входящие в школьную программу, и даже если они вам не нравятся. Шаг номер 5. Организуйте процесс чтения как праздник, создав какое-то уютное и тихое место в комнате ребенка. Обязательно делайте поход в книжный магазин ежемесячной традицией. Будьте примером, показывая, что сами с удовольствием читаете. Шаг номер 6. Поощряйте ребенка за чтение. Сходите на спектакль по мотивам любимой книги, похвалите его перед родственниками или друзьями. Наша Саша вчера прочитала целую главу. А также обязательно нарисуйте плакат с изображением глав книги, которую читает ребенок. И с каждой прочитанной главой ставьте галочку рядом с ней. А в конце можно нарисовать приз, который ребенок получит, прочитав всю книгу. Надеюсь, это видео было интересным и полезным для вас. А если вы хотите узнать, как привить вашему ребенку любовь к чтению, с какого возраста начинать читать, то вот здесь я оставлю ссылку на свой ролик «Как научить ребенка читать». Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше полезных видео. И до встречи в следующем ролике.